Ум – прекрасный слуга, но ужасный хозяин. Ошо. В этой фразе ключ ко всем нашим страданиям. Посмотри внимательно. Ум нужен. Без него невозможно построить дом, вести дела, даже просто перейти дорогу. Он как инструмент – молоток или компьютер. Но именно инструмент. Проблема в том, что мы отдали ему роль хозяина. И тогда жизнь превращается в постоянный комментарий, оценку, тревогу, бесконечное сравнение. Ум умеет только одно – пересобирать прошлое и конструировать будущее. Он не знает, что такое сейчас. Поэтому, когда ум управляет, мы живем не в реальности, а в ее пересказе. Это и есть ужасный хозяин. Вместо живого опыта – постоянный шум мыслей. Ошо не говорил «борись с умом» или «ломай его». Он предлагал другой путь – увидеть ум. Просто заметить – вот мысль, вот оценка, вот страх. И уже в этот момент ты перестаешь быть пленником. Слуга возвращается на свое место. Ошо часто говорил, что именно ум делает нас раздвоенными. Внутри мы думаем одно, чувствуем другое, а снаружи показываем третье. Мы боимся последствий, осуждения, потери одобрения, страха ошибиться, и поэтому начинаем жить не из подлинности, а из страха. Он любил рассказывать историю. Каждый год охотничий клуб отправлялся в горы, и по жребию назначали одного повара. Было правило – тот, кто пожалуется на еду, сразу занимает место повара. Никто не рисковал. И вот однажды один из участников подмешал в еду оленьего навоза. Все морщились, ели молча, пока один из охотников не сказал: «Да, это на вкус как дерьмо, но приготовлено хорошо». Никто не пожаловался, все продолжали есть. Ошо добавлял: «Мы живем так же. Мы едим дерьмо, терпим, улыбаемся, лишь бы не сказать правду и не потерять видимость благополучия. У тебя так много лиц. Внутри ты думаешь одно, а снаружи выражаешь другое. Ты не одно целое. Расслабься и разрушь этот раскол, который создало общество. Это и есть самая большая тюрьма ума. Страх последствий. Мы делаем вид, что все в порядке, хотя внутри все иначе. Мы проглатываем собственные чувства и становимся актерами в чужой пьесе. Говори только то, что имеешь в виду. Действуй по своей спонтанности, не думая о последствиях. Жизнь коротка, и ее нельзя тратить на страх. Живи тотально, радостно, как открытая книга, которую каждый может прочесть. И в этом его радикальный вызов. Перестань играть. Перестань тратить жизнь на подгонку под ожидание. Ведь все сценарии ума о будущем – это только гипотезы. Никто не знает, что будет завтра. Реально только жизнь здесь и сейчас. Ошо говорил: «Живи тотально, не трать жизнь на страх последствий». Но сразу возникает вопрос: как это сделать на практике? Современная нейробиология дает здесь очень ясный ответ. В нашем мозге есть сеть, которую называют Default Mode Network – сеть пассивного режима. Именно она отвечает за бесконечные внутренние монологи, прокручивание прошлого, фантазии о будущем, сравнение, тревогу. То есть это и есть та самая машина ума, о которой говорил Ошо. И что интересно, ученые обнаружили, когда мы начинаем медитировать, наблюдать дыхание или просто удерживать внимание на настоящем моменте, эта сеть успокаивается. Активность мозга реально меняется, меньше хаотичных связей, больше фокусировки. Другими словами, выход за пределы ума – это не метафора, а вполне измеряемый процесс. Когда ты перестаешь гоняться за последствиями и возвращаешь внимание сюда и сейчас, мозг буквально перестраивается. Ошо часто повторял: «Не пытайся остановить ум, просто наблюдай». И в этом наблюдении он сам успокаивается. И это критически важно понять. Остановка ума не цель, а следствие.
Мы не можем сказать себе «хватит думать», ум только разгонится еще сильнее. Но мы можем заметить, что думаем. Можем увидеть вот мысль, вот эмоция, вот напряжение в теле. И уже в этот момент происходит сдвиг. Внимание выходит из шума и становится свидетелем. В динамике жизни это работает точно так же, как и на подушке в медитации. Ты ссоришься, ты спешишь, ты тревожишься, и вдруг ловишь себя. Стоп, я смотрю. Это секунда, где ты перестаешь быть внутри мысли и становишься тем, кто ее видит. И вот именно отсюда уже рождается пауза, ясность и даже тот самый остановленный ум. Два простых вектора для практики. Первый – точка присутствия. Найди внутри себя ощущение «я есть», тихое, без формы. Это может быть тепло, глубина или просто тишина. Смотри на мир оттуда. И там ты почувствуешь тишину и спокойствие, которое всегда там есть. Второе – это широкое внимание. Вместо того, чтобы вглядываться в одну мысль или эмоцию, охвати вниманием все сразу. Тело, дыхание, мысли, пространство вокруг. Когда охватываешь все, ум перестает управлять. Он растворяется в широте наблюдения. Вот и получается, ум не враг и не помеха. Он просто инструмент. Но когда ты остаешься в наблюдении, инструмент сам складывается и отдыхает. Ошо говорил: «Живи, не думая о последствиях, будь тотальным». И именно это возможно только тогда, когда ум перестает рулить, а рулить начинает тишина внутри. Не борись с умом, просто наблюдай. И однажды ты увидишь, шум исчез, а ты остался. И это главный ключ. Мы привыкли думать, что свобода придет потом, когда мы изменим себя, проработаем все страхи, решим все проблемы. Но Ошо показывает другое. Свобода начинается прямо сейчас, в том месте, где ты смотришь. Ты можешь закрыть глаза и увидеть. Мысли бегут, эмоции меняются, тело реагирует. Но есть нечто, что всегда остается. Это «я есть». Это тишина, которая никогда не исчезает. Это присутствие, которое не зависит от обстоятельств. И когда ты находишься там, даже мир снаружи начинает меняться. Потому что твоя жизнь – это зеркало твоего состояния. Так что выход за пределы ума – не мистика и не теория. Это практика. Это твоя возможность прямо сейчас сделать шаг внутрь себя и увидеть то, что ты ищешь, всегда уже здесь.